Арт – это лицо игры. Художники играют одну из самых ключевых ролей на проекте. На первый взгляд может показаться, что графика Homescapes и Gardenscapes очень простая, но именно в этой простоте и кроется вся сложность. Нужно даже в какой-то степени вжиться в роль, чтобы понять, как персонаж должен себя вести в этой среде, какой характер он должен иметь. Помимо всего прочего, нужно еще учитывать мнение коллег, тоже добавлять сложности, но тем не менее персонаж за счет вот такой коллективной работы получается интереснее и проработаннее. В наших проектах работают разные художники, то есть это не только ребята, которые занимаются концептами, но в том числе, которые занимаются интерфейсами, занимаются разработкой текстур, моделированием, занимаются анимациями и много чем другим. Работа над персонажем всегда начинается с его концепта. Концепт художник, если кратко, то он как бы визуализирует образ, написанный текстом. Задача 2D-художника преобразовать этот текст в зрительный образ, который будет понятен и приятен игроку. Это очень важная роль, потому что именно концептер, он первая ступень в создании самого облика игры. Чтобы начать работу, прежде всего необходимо найти референсы. Обычно референсы у каждого художника добываются разными способами. Например, я обычно всегда ищу референсы на всем известном сайте Pinterest, потому что там очень удобный поиск, и можно найти очень много хороших идей, которые дальше помогут в работе. Например, для работы над персонажем Кот из Homescapes хорошим рефбордом будут фотографии реально существующих котов, а также хорошо помогает скетчинг с натуры. Когда художнику приходит скетч, он, возможно, его дорабатывает до готового эскиза, который уже утверждает с геймдизайнерами, ну и вообще в целом на проекте. И дальше продолжают разработку такой финальной стадии, где мы уже ищем какие-то дополнительные детали, материалы, уточняем характер персонажа, возможно, его эмоции. Роль 2D-художника на проекте очень важна, потому что именно они создают персонажа в том виде, в котором его увидит игрок. Итоговый персонаж должен быть не только привлекательным, красивым и хорошо отрисованным, он должен быть еще и максимально понятным сходу большинству людей, и это сделать не так просто, как кажется. Возьмем, например, нашего Остина. Нам было очень важно создать этого персонажа таким, чтобы он вызывал теплые чувства у аудитории, поэтому мы обратились к тому, что это может сделать, и одним из референсов была группа Beatles, то, как они выглядели в 70-е годы. То есть это влияние можно увидеть в облике Остина, в его бакенбардах, в его усах. Плюс Остин – это персонаж уже не совсем юный, у него есть некий жизненный багаж, поэтому у него есть его знаменитая лысина. При работе с концептом очень важно сохранить максимальное количество наработок концепт-художника, и плюс к этому какие-то детали в процессе работы могут измениться, и поэтому очень важен фидбэк команды. Когда персонаж полностью визуализирован, к работе над ним приступает аниматор. Это тот человек, который вдыхает жизнь персонажа и подчеркивает его характер. То есть с первых секунд игрок должен понимать, какую, например, эмоцию испытывает персонаж. Перед началом непосредственной анимации аниматору, как и каждому художнику, нужны какие-то материалы, на которые он будет опираться. В нашем случае это видеореференс. Мы ищем их на разных видеохостингах, но часто приходится снимать самим. Цель аниматора — приукрасить действительность, сделать анимацию более интересной и выразительной. Большинство наших персонажей движется не только в 2D, но также они перемещаются по дому, в саду, взаимодействуют между собой. Тут как раз к работе приступают 3D-художники и 3D-аниматоры. После того, когда нарисован 2D-концепт персонажа, нам его нужно сделать в 3D. К работе приступает 3D-моделер. Он персонажа скульптит. После того, когда персонаж полностью готов, он переходит в отдел сетапа, где его подготавливают для того, чтобы аниматор мог его уже двигать в 3D-пространстве. Также персонажа нужно покрасить, придать ему цвет, фактуру, рисуются текстуры, настраивается шейдинг. В Playrix у нас есть целый отдел людей, которые занимаются визуальными эффектами. Для начала стоит сказать, что такое визуальный эффект.
Это некоторая сущность, которая объединяет в себе как арт, так и анимацию и совсем чуть-чуть программирование. Визуальный эффект наполняет игру жизнью, делает игру интереснее и визуально привлекательнее. В Playrix у нас есть свои собственные инструменты разработки. Конкретно художники по эффектам работают в так называемом редакторе эффектов. Также у нас есть своя собственная среда разработки, которая немножечко напоминает Unity. Она называется VSO – Visual Scene Object. Ну, игра без эффектов, она, конечно, возможна, но играть в такую игру никто не будет. Такая игра будет очень пустой, неинтересной, скучной, просто будет непонятно, что там происходит. И, то есть, это в первую очередь, конечно, не про красоту, хотя мы очень сильно стараемся делать наши эффекты красивыми, но и для того, чтобы игра была понятная, и в нее было просто приятно играть. В любой игре интерфейс — это важная и единственная точка взаимодействия игрока и продукта, поэтому именно качественный интерфейс, который мы делаем, они обеспечивают максимально легкое взаимодействие. Поэтому мы делаем акцент именно на простоте, на удобстве. UI-художники у нас работают, наверное, со всеми. Это и геймдизайнеры, это VFX-еры, тех-артисты, 2D-художники. Когда у игры состоялся релиз, кажется, что основная часть работы закончена. Это не так. Начинается самое интересное. В этот момент подключаются отделы комьюнити-маркетинг, потому что дальше у игры будет очень много обновлений, каких-то ивентов, их нужно освещать, нужно знакомить с ними наших игроков, в том числе через социальные сети. Основная роль комьюнити-художника заключается в том, чтобы создать мир за пределами того, что игрок видит в игре. Вы общаетесь с Остином на протяжении какого-то определенного времени, в течение дня. Вам, возможно, интересно, чем он занимается все остальное время, и для этого вы можете зайти в наши соцсети и посмотреть, куда он съездил, как он провел свой вечер, как он общается со своими друзьями и соседями. Мне кажется, это помогает игрокам ощущать, что это чуть больше, чем просто игра. Художники маркетинга создают рекламу, и мы создаем креативы, которые используют различные стилистики, эмоциональные сцены и различные ситуации, которые продолжают историю наших героев. Чтобы придумать идею, мы используем брейншторминг. Идей бывает невероятное количество, и главное их не отвергать в самом начале. Иногда самые безумные идеи переходят в наши рекламные креативы и дают нам большой перформанс. Мы недавно обсуждали с ребятами идею, как Остин будет выживать в пустыне. Она пришла просто. Наш друг слетал в Марокко и привез истории про пустыню, и как сложно было там находиться в жару. И мы решили, что Остину пора выехать из дома и наконец-то поехать в отпуск. Я постоянно вижу игроков, которые играют в наши игры. Самый распространенный случай — это, конечно, в метро. Постоянно люди играют, когда добираюсь на работу, часто поглядываю на то, как они проходят наши уровни. Но лично со мной был потрясающий случай, когда я летел в отпуск, и в самолете девушка передо мной сидела на кресле и играла в Homescapes. И я прям смотрел из-за ее плеча и радовался. Прям это мой эффект, я его сделал, и она сейчас играет. Вдохновение можно искать во всем, будь то работы старых мастеров или люди в метро. Плюс ко всему меня очень вдохновляет работа и подход художников, которые работают со мной в команде. Арт Playrix — это не только тот арт, который мы делаем внутри команды. То есть это также арт, который делают наши игроки, которые фантазируют, что-то изобретают, представляют наших персонажей в разных образах, в разных стилистиках. Меня очень вдохновляет работа над играми Playrix, потому что в первую очередь я понимаю, что это очень востребованные игры. Я пытаюсь представить себе то количество людей, которые в них играют, оно просто огромное. И это очень радует. Я понимаю, что все, что я делаю, оно не зря, оно действительно кому-то нужно. Пускай даже игрок не знает, что это какая-то конкретная часть моей работы, но я все равно понимаю, что я сделал его жизнь немного радостнее, приятнее. И это действительно вдохновляет.